Всем привет! Если хотите научиться делать на своих изделиях торцы хорошего качества, то досмотрите это видео до конца. Сегодня я вам покажу метод обработки торцов, который применяю в 99% своих изделий и который подходит для всех типов кожи, как хромового, так и растительного дубления. Чтобы не быть голословным, взял в качестве образца для обработки кожу хромового дубления, а также параллельно видео буду обрабатывать растишку и Crazy Horse, чтобы в конце мы смогли сравнить результаты на этих самых более популярных артикулах. Для того, чтобы получить качественный торец, нам нужно изначально правильно вырезать детали, которые мы в дальнейшем будем склеивать. Что это означает? При вырезании детали лезвие ножа должно быть перпендикулярно нашей рабочей плоскости. То есть, когда мы режем, то вот здесь между, так скажем, нашим торцом, да, и лицевой поверхностью должен получиться угол 90 градусов. Тогда при склейке у нас выйдет ровная поверхность. Если же мы нож, к примеру, завалим и будем резать вот так, или же под другим углом, то, естественно, получится или же канавка после склеивания, или бугорок, что и повлияет уже в дальнейшем на качество нашего торца, на его обработку. Второй очень важный этап – это нанесение клея. Клей нужно наносить очень тонким слоем. Использовать можно любой клей для кожи, которым вы пользуетесь в своей мастерской. В принципе, не важно. Главное, чтобы наносился он очень тонким слоем. Использую клей Tex, он на водной основе. Также можно использовать там Экосар, в общем, любой. В моем случае данный клей чем хорош, что он без запаха, и я могу его использовать в очень маленьком закрытом помещении. Такое тонкое нанесение дает возможность избежать возникновения катушков после склеивания, когда избытки клея под давлением выходят на торец и мешают нам дальнейшей обработке, там, полировки, допустим, или окрашивания. Клеем работаем по инструкции, в зависимости от того, нужно его там активировать, не нужно, сколько времени выждать, это все зависит от конкретно выбранного клея. Клеивать нужно стараться аккуратно, чтобы не было перепада между уровнями наших вот этих торцов, чтобы они получили в одной плоскости и не возникла у нас ступенечка, которую потом будет очень сложно убрать. После склеивания в идеале чем-то продавить или простучать, чтобы место склеивания оно получилось более плотнее. Понятное дело, что склеить кожу идеально получается очень редко, поэтому следующим этапом я использую наждачную бумагу, чтобы выровнять неровности и убрать крупный ворс. Для этого использую наждачную бумагу 400, это для меня оптимальный вариант. Более крупная она как-то поднимает и крупные заусеницы, а более мелкой нужно дольше шлифовать. Наждачную бумагу рекомендую использовать с каким-то брусочком. Можно вот такой вот покупной использовать, можно просто какой-то кусок доски обтянуть наждачкой. Главное, чтобы была ровная вот такая вот плоскость. Она как раз и будет создавать нам вот эту ровную поверхность нашего торца. Если мы, допустим, работаем просто рукой, то здесь мы можем там как-то завалить сюда, в эту сторону, здесь сюда, и сам торец он будет вот такой. Шлифую до получения желаемого результата. После шлифовки получаем поверхность, готовую уже к полировке. Но перед этим нужно определиться, что мы делаем с фасками. Есть два варианта. Или же снимаем фаску крамкорезом, или же ее подворачиваем при помощи кризера. Чаще всего работаю кризером. Крамкорез использую в тех случаях, когда много пришлось шлифовать и лицевое покрытие, оно прям уже так подворачивается, нужно его срезать. Или же, допустим, когда беговка на коже не нужна, тогда тоже работаю крамкорезом. В данном случае покажу, как это все будет происходить с беговкой. Вот такая насадочка, которая у нас подворачивает кромку. Следующим этапом наносим клей КМЦ и полируем торец. Видео по клею я недавно опубликовал на канале. Как оказалось, он неплохо работает и на коже хромового дубления. Нанесли клей и полируем при помощи сликера или же тканью. Даем торцу хорошенько высохнуть, получаем такой результат. Следующую операцию можно делать, можно не делать. Я прохожусь еще очень мелкой наждачкой, 1200 гритность, просто легко так снять какие-то мелкие заусеницы, бугорки, чуть-чуть еще более сделать гладкой и ровную поверхность. Здесь не нужно усердствовать, просто вот слегка
так скажем, протираю. Нужно понимать, что клей КМЦ, он дает такую гладкую, ровную поверхность, и в принципе на этом можно было бы остановиться, но при этом торец остается уязвимым к различным повреждениям и загрязнениям. Поэтому финальным этапом я все же наношу защитное покрытие. В качестве этого покрытия использую средство от Финиче. Это прозрачный грунт для торцов, называется R6250P. Этот грунт наносится на торцы перед окрашиванием для лучшей связки краски и кожи. Но мне понравилось это средство на торцах даже без окрашивания. Наношу я его специальным роликом для окрашивания. Можно, у кого нету, наносить шилом, просто это немножко дольше. О результате, конечно, судить вам, и прошу написать в комментариях, что думаете по данному методу. Для меня он на данный момент такой самый оптимальный, если рассматривать скорость применения, защищенность и внешний вид получившегося торца. Да, конечно, это не зеркало, но я к зеркалу на торцах и не стремлюсь. Мне, в принципе, достаточно и подобного результата на изделиях. Если нужно задать цвет, торец можно окрасить красками из палитры компании Финиче. Чтобы добиться более матового эффекта, я использую полировочные воски, такой вот кожкой натираю, и в принципе получается где-то вот такой вот результат. Он будет более матовый. Как сказал в начале видео, еще параллельно обрабатывал торцы на Crazy Horse и на коже растительного дубления. На Crazy Horse получился следующий результат, то есть здесь кожа где-то 1,8 мм толщиной, в склейке получается примерно 3,6-4 мм. Беговку здесь не делал, снял фаску кромкорезом, получаем следующую картину. На растишка очень плотная, классная кожа, толщина ее где-то 1,4-1,5 мм. Снял фаску кромкорезом и сделал беговку. Получаем вот такой вот красивенький гладкий результат. Ну и для сравнения хромка. И в качестве подведения итога хочу сказать, что хороший результат — это не какой-то определенный инструмент или не какое-то определенное действие, это последовательность, четко выдержанная последовательность операций. И у каждого мастера она своя, и если мы на каком-то этапе стратили, то результат может далеко отличаться от того, который мы планировали. Делитесь в комментариях своими рецептами, своей методикой обработки торцов. Уверен, всем будет интересно почитать, кто как обрабатывает свои изделия. И если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.